Здесь, я так понимаю, ничего не показывает. По трупам прошелся. Сходим сначала к квартирмейстеру. Whatever you need to be the talk of all serene. Welcome. It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Продать. Так, шпагу надо продать, я сам пользоваться не буду. Хотя, с другой стороны, может не оставить. Хотя бы какой-то спутник, которому это понадобится, я все-таки оставлю. Это тоже не оставлю. Кстати, шапочку можно отдать этому культу. Это, я думаю, можно продать. Пока оставим. Так, это я планирую одеть в будущем. Так, ловушка второй науки нужен. Основная смола. Это все недоступно, нужна для этого наука. Я могу и пользоваться, но могу и создавать, да? Или как это? Немножко непонятно. Потому что зелье здоровья же могу пить. Но это, видимо, чтобы создать, мне нужно навык первого уровня в науке и вот эти ресурсы. Да, я думаю, так это работает. А так пользоваться не могу. Ясно. Не знаю, нужно мне... Что это будет? Например, алхимика. Ну, это солдатская серебряно-голубой камзол. То с этими с пластинами, я думаю, покруче. Они купленные перчатки. Можно продать, значит. Здесь мне это все общее. Здесь можно продать тоже. Покупка. Кольцо дьякона. Наверное, ярости на 10% меньше, да? Это больше, зато оглушение на 10 пунктов меньше. Но урона больше, на низкий рост 10. Расход ярости на атаку 50%, а здесь 33%. Магический урон. Сравнить. Так, ладно, здесь закончили. Так,
Глушение отсюда 20%, выработка ярости 4, поскольку ярости на атаку. Так, шапочку надо поменять. У него ржавый эскадрон. Ну, двуручный, да, такой? Это одноручный. А у нас тяжеловес. Welcome! It's such a pleasure to see you again. Have you seen anything to your liking? What might I help you with? Так, цена 200, нифига себе. 40. Так, посмотрим, что можно для этого купить, товарищи. Нет, лучник какой-нибудь. Тяжелый топор. Вот клеймор. Урон меньше, пробивание брони меньше. А ярости больше, я не понимаю. Не подходит. Что-то для него нет ничего такого интересного. Ладно. А что тяжелый топор? Немножко непонятно. Сравниваю с оружием L. А вот требует тяжелое душное оружие. Магический урон, да, я это понимаю, с кольцом сравниваю, да? Пробивание брони выше, глушение выше. Выработка ярости выше. Тут ярости на атаку. Ну, это уже выше, там... Стоп, подожди, мне не нужно. Это выше, мне нужно вот так вот. Вот эта штука мне нужна. Можно еще, конечно, взять кольцо диакона. Или кольцо викария. В чем отличие? Оглушение меньше на 10 пунктов, но больше низкого урона. Ладно, возьму тяжелый этот ржавый палец. Мне все-таки взять этого заража. Пробивание. Пробивание меньше тоже будет, да? Хотите больше. Расход ярости больше тоже. Требует силы 1, а у меня сила 1 нет. Пожалуй, использовать этот топор. Почему написано болт, непонятно. Ну ладно. Так, теперь продажа. Thank you for your visit. See you soon. Жалко, он не висит здесь на поясе этот топор, как в этом Ведьмаке.
нас, я так понимаю, официальное здание. Заходит он, конечно, как действительно какой-то благородный дом, так сказать, к себе домой. Sir Starry, I presume. It is an honor to make your acquaintance. Captain, you set sail soon. Have you seen to our little business? Yes. We were finally able to recover your merchandise. Excellent news. I'm afraid, though, that your mission isn't completely finished, Kurt. Blast me, I'm a captain, not an errand boy. The commander was quite explicit. Very well. What do I need to do? The merchandise that you obtained needs to be sent to Tier 4D as soon as possible. But the Port Authority formalities for shipping take an eternity to wade through. And we've already lost quite a bit of time with this dishonest merchant. Are you blatantly asking us to smuggle this merchandise and contraband? I would never ask you to do such a thing, Your Excellency. Ah, but you don't mind asking that of Kurt? Well, now, if he finds an alternative solution that is less, illegal, that would be fine. The method matters not. But this cargo must reach the Isle on the next ship. Marvelous. Well then, I await your return with utmost impatience. I'm certain you shall do what's required. Интересно. На глазах у представителя правителя говорить о контрабанде. Действительно, свободные нравы, походу. Неотправленное письмо. Альберт, надеюсь, когда ты вернешься из Альсада, тебе передадут это письмо. Если, конечно, еще кто-то останется в живых. Я уже почти ничего не вижу и пишу с большим трудом. Прости, сынок, твое наследство будет небольшим. Мародеры уже наверняка разгромили нашу книжную лавку. Надеюсь, спрятанную в доме шкатулку они не нашли. Береги себя, сынок. Если найдешь деньги, беги на этот чудесный остров, на котором, говорят, нет ни болезней, ни горя. Твой любящий отец. Эх. Я думаю, твой сын не вернется. Не теперь. Кто вообще в здравом уме вернется в город, умирающий от такой смертной болезни? It's blocked. Так, давай-ка посмотрим, что там еще было в этом. Так, тут все, да? Значит, ничего не было.
Что, бандюги и стража вместе, что ли, стоят? Я вроде бы не нападают. Тут возмущается что-то. Это таверна. Просто взял пару монет. I wish you a good day, Your Excellency. Да, и что он еще скажет? Good day, tavern keeper. Good day to you. What is your pleasure? How is business going these days? It's picking up. We've not seen many new customers, but of late things are looking better. The Malicor and the neighbouring wars have dampened commerce. The epidemic still rages, but the possibility of finding a cure on that island has given people something to hope for. Now that we have a city there, quite a few seafarers come by to spend their wages. Has the Malicor really put a damper on your business? More than a damper. They were soaked. When the sickness began to spread, a wave of panic followed in its wake. People stopped going out of their homes. They were afraid. I was close to closing shop, I tell you. And then, thankfully, the alchemists of the bridge said that you couldn't just catch it like that. People are still distrustful, as is their nature, but they are leaving home again. It's a start. I also lost quite a few regular customers. Dead or too scared to venture back. Oh, but that's nothing new to you. The city would have sunk in the water if not for trade with the new isle. With all these sailors coming and going, you must have heard some stories about Tirfredi. Right. Even stories that my heaviest drinkers would have trouble believing. They say that man-trees live there. Dragons and gigantic creatures. Treasure abounds under every rock. And the source of eternal life is hidden somewhere there. Last night, some Nauts even told me they brought back one of those giant beasts into the port. Ah, but you know the kind. If you ask my opinion, the drink was fueling their imaginations. I need to be off. Farewell. Goodbye. Да. Делов обычно не очень хорошо идут в такие времена. Это у нас кухня, сразу видно. А кухарки нету. Она пропала. Locked. Заперто. Locked. Тоже заперто. Хорошо. Подожди-ка. I don't have the key. Нет ключа. Нужен ключ. А вот и гаденыш. Ему скрыться. Письмо алхимика из Аль-Сада. Дорогой Ариф,
Я очень опечален тем, что ваши надежды найти покой в Сирене не оправдались. После вашего отъезда Академия оказалась в удручающем состоянии. Ваши обвинители ведут себя так, словно закон для них не существует, и постоянно проводят сомнительные опыты. Мы ничего не можем сделать, лишь молчать и ждать. Искренне надеюсь, что ваши поиски увенчаются успехом. Ваш друг. Я так и думал. Этот мостовой союз еще то дерьмище. You again? What are you doing in my room? I'm not the only one that has found you. Have you seen the mob that is gathering in the street? I'm neither deaf nor blind. By the spheres. Why didn't I leave the city while there was still time? The Alliance ambassador is quite unsettled by your commerce, and he is the one who sent me. Sahin. Him again. Ruining my career wasn't enough for him. He's the very reason I had to leave the Alliance. And here I am, playing the part of the potion maker. Me, who was once a respected member of the Academy of Al-Sad. Dr. Sahin warned me that you were an imposter. That doesn't surprise me, coming from him. I was a master alchemist. I understand if you don't believe me after all that, but I have a number of documents to prove it. I would still be one if Sahin hadn't set off a chain of machinations to disgrace me. Why does Sahin bear you such hatred? I wasn't fortunate enough to oppose certain great minds of the Academy, to criticize their methodology. I saw them inflicting torture on sick prisoners, making them drink the most vile poisons. To find a remedy to the Malachor, they won't hesitate to kill. I could not keep my silence. It is for an act of courage that you fell from grace and earned Sahin's hatred. Are you not ashamed to have poisoned those poor souls? These potions are not harmful. That is to say that they don't contain any harmful ingredients. But you could just as easily produce real healing potions. So why don't you? You don't understand. I fled, but I haven't put a stop to my own research. This potion is an attempt to create in those who drink it a resistance to the Malachor. So you manipulate people to use as experimental fodder? That is completely unethical. I don't have a choice, but it does not harm them, I assure you. If this potion were inoffensive, then why wouldn't you drink it when I offered it to you? I ran tests on myself for such a long time that I ended up becoming intolerant to it. A small sip of this mixture provokes in me now a violent reaction. The mob would have been furious in any case, but a normal dose, I assure you, is without risk. Your methods don't seem so different than those of your colleagues. I don't torture people. And this potion only has side effects in high doses. Perhaps, but you're hurting innocents. I cannot let your commerce continue. So, what are you going to do with me, sir? I'm going to help you leave the city, but you must promise never to return. I swear it. Very well then. I need to first get you away from those who want to see you hanged. If we can't find a way to sneak out of here discreetly, we will have to confront the populace. I haven't lost hope that I'll be able to help them hear reason. It would be better if I remain hidden while waiting. Да, учил его не отдавать в руки этого Сахида. Что у нас здесь? Ага, вот и ключи. А просто только ключи от чего? Там две двери. Походу есть. Почему-то он не открывает его. Сундук этот. Ничего не пишет. Странно. Видимо, баг какой-то.
The servant's door. The lock's double bolted. Я уже понял, что они заперты. Locked. Ага, ключи от этой двери. Ключ от трактирчика, вот. The key to the tavern. Locked. Let's go and find the alchemist. We need to get him out of here as fast as we can. So, did you find a way to get me out of this hornet's nest? Yes. I need to get you out of here. I have unlocked the service entrance. You will be able to sneak out of there discreetly. Without being skinned alive by the mob? You need to remain prudent. I will escort you to your cart. I follow you. Let's sneak out the back. I hope we don't run into any unhappy patients. Это. Так, значит, нам надо проводить шарлатана сюда, да? Через таверну. Через таверну нельзя. Там народ сбушевывается. Надо идти во вход. Я вроде бы отсюда приходил. Теперь закрыто. Это же этот. Ладно. Angry customers. And we have no choice but to go this way? More angry customers. I should have stayed at the tavern. I was safe. Holy Mother, they've seen me. Help me. Protect me. I've never learned to... To my help! And death to the others! Move away! Things are about to get dicey! Running out of energy! Drink a potion! Что до чего ты довел людей? Они тебя убить хотят.
Да-да. До телевизора проводить. Зайдем его в подворотню и там зарежем. Страшно так зарежем. My cart, finally. I owe you my life. How can I ever thank you? Just do us the favor of never coming back. And stop this deceitful commerce. Have no worries about that. I'm not going to forget this lesson anytime soon. Move along now. Get out of here while there's still time. Would you accept this as a token of my gratitude? Farewell, my lord. Все, котел. И бы зелье каких-то оставил. Алхимик, придумать. Ну, давай, пойдем. Все, вот там. Поговорить с зеленой толпой. Поговорить с послом Альянса. Посол там, да? Your Excellency, Lord de Sade. I tracked down your man near the coin guard barracks. Finally. Did you capture him? Let's just say I put an end to his activities. His reputation in Serene is forever tarnished. Matters turned out a little more complicated than anticipated. He managed to slip through our fingers. Once again. That man is part eel. We followed his trail to the Coin Guard Tavern, but he had already escaped. All the same, you have nothing to fear. He will never step foot in Serene again. We'll eventually catch up with him and deliver the punishment that his crimes deserve. Governor Burhan will be happy to learn that such an amiable legate will soon cross the shores of Tir Fredi. Thank you for your help, Excellency, and allow me to offer you this modest gift for your voyage. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Так, мы это шурупы. Шурупы необходимы для изготовления и ремонта мебели. Зачем мне это нужно? Интересно, где мне искать дом, где спрятана шкатулка? Может быть, это тот самый дом, который где там подворотне, где на меня напали. Может, это и там имеется в виду. Там была спрятана, я не скажу, что шкатулка. Но что-то спрятано было. Так. Кладовая. Логово бандитов. Господин де Курсион. Мастерская.